Привет, мои дорогие девочки, это канал о главном и случайном. И мы сейчас посмотрим такую тему. Соседка-вражина. У всех, практически, девочки, сегодня-завтра, в будущем, в прошлом, настоящем эти соседки-вражины были. И причем, обратите внимание, редко это какой-нибудь мужик тараканистого вида, в основном это какая-то бабень, да. И часто очень это бабень старше возрастом, да. И мы с вами эти темы разбирали, если вы, например, на моем большом канале смотрите иногда мои болталки, я вам расскажу, что вот эти бабы в возрасте, они вот реально завидуют молодым, всегда завидуют молодым. Особенно вот она еще может молчать, когда у нее есть какая-то своя энергетика, да, но когда у нее садится батарейка, она думает, куда подключиться. Вот как на телефоне батарейка садится, также садится жизненная батарейка у какой-нибудь вашей макодявки, тараканихи, соседки, и она думает, куда бы подключиться. И, конечно же, она подключается к источнику энергии. То есть к какой-нибудь красивой, здоровой, классной. И давайте посмотрим соседка-вражина. Кто она и почему она лезет к вам? Ну что, давайте посмотрим. Это ваша соседка, которая к вам подключает. Она, девочки, смотрите, это идет такое зеркаленье. Она хочет победить, да. Она не только к вам лезет, между прочим. Семерка костей – это и сплетни, это и гадости. И она, вот поверьте мне, работает не только над вами, а еще вот на 2-3 человека, которых она ненавидит, про которых она говорит плохо, они у нее есть. Она хочет показать, вот это, знаете, такое типа а-ля нарциссизма какого-то больного, тараканьего такого нарциссизма, который она хочет, вот знаете, разговорами какими-то подбить. Едет крыша, 18-й старший аркан, кукуха. Поехала, девочки. Поехала кукуха. Но это уже деменция. Очень хочется быть лучше, чем другие. Ваша соседка хочет быть лучше, понимаете? Моложе, лучше. У меня, девочки, завистница однажды такая была, а бабка тоже. И знаете что? Она, мамки голос. У меня, вот со своим скрипучим голосом, у меня мамки голос. Ой, у меня то-то. Вот она вот берет меня, да, вот какие-то мои плюсы, которые у меня есть, да, и перекладывает на себя, как будто она это я. И я просто офигевала. И знаете, в чем прикол? Она так преследовала женщин других тоже, понимаете? И причем они были вот дофига моложе ее, да, и у нее как типаж, как у какого-то, знаете, дрочера мужика, какой-то типаж женщин, которых она выбирала, да, настолько такое что это вообще такое, знаете, липкое И что помогает очень хорошо вот от таких вот, да, когда вы не вступаете с ней в конфликты. Хотя я тоже, я такая резкая на слова, девочки, особенно с соседками. У меня тоже было 2 соседки, 2 соседки, девочки, которые вот аж изнемогали, да. И я, например, сидит на лавочке, что-то там вякнет, да, я подхожу к ней и на ушко ей говорю, такую какую-нибудь тоже гадость говорю. У нее аж морда колотится, так, брыли, девочки, аж дрожат, понимаете? И у нас тоже доходило до всего, до всего такого. Ну и потом, знаете, за что я цеплялась? Я же все-таки черная ведьма, да, и черной магией занимаюсь. Я очень цеплялась за то, что они, например, мне что-то такое, типа, не проклинали, а вот что они хотели, чтобы со мной произошло, да. И я через бесов все переворачивала, выносили вперед ногами, девочки. И потом они чистили свои квартиры. Я там даже в Одноклассниках видела. Я ж люблю понаблюдать тоже, знаете, за этими. В Одноклассниках видела, как это вот, как чистить квартиру церковной свечой. Я думаю, чистишь ты квартиру, поздновато, покойничка-то уже понесли. Девочки, вот насчет этих вражин, видите, у нее поехала кукуха, и она хочет доказать себе, в первую очередь, другим, что она лучше вас.
И не только лучше вас, у нее еще несколько человек, вот, которым она пытается вот так вот подпитываться и быть лучше. Будет ли хуже? Да, девочки, в этом, короче, будет хуже, потому что если вы не будете, как говорится, ей кидать эту отдачу, а мы сейчас с вами посмотрим, как эту кидать, она будет вас и так дальше доставать, понимаете, потому что ей надо доказать. Хоть бы кто сдох, как говорится. Ей надо, и потом она, ха-ха-ха, это я, молит своими заговорами или чем свела ее, ха-ха. А причем она никакого отношения к этому всему не имеет, понимаете? И вот то, что у нее поехала крыша, да, соседка вражина. Короче, девочки, денег очень много хочет. Вот кажется, да, куда тебе деньги? Куда ты их? В гроб, в карманы, что ли, положишь? Она хочет, она еще начинает думать, что, смотрите, едет крыша, котелок уже поехал, и она уже начинает думать, что вот ей деньги нужны, и то, что она верховная жрица. То есть, смотрите, чем больше у нее в голове вот сидит вот эта вот мысля, то, что вот, ну, короче, когда едет кукуха, она вот прям начинает думать, что она прям верховная жрица, понимаете? Верховная жрица с Луной– это поехавшая кукуха. Короче, но есть один такой момент, нюанс. Двойка костей выпала, и дьявол. Ну, девочки, найдет коса на камень, и ее уже, как говорится, дьявол ее нашел. Знаете, когда у нее все изменится? Она спотыкнется, упадет, и все, и больше не подымется по дьяволу, да. То есть что-то с ней такое произойдет, я не знаю, будете это вы верить, не будете, да. Но как только она упадет на землю, спотыкнется, упадет, ее подберет дьявол. Ее подберет дьявол, и причем конкретно так. И если она будет делать еще какие-нибудь магические ритуалы, их будет исполнять дьявол. И поверьте мне, дьявол очень справедлив. Очень справедлив, да. И вот когда она на себя так кликает, я знаю тоже бабку одну, я даже не одну девочки знаю. Вот одна уже просто уже это вот, уже давно девочки на кладбище, да, даже не спит, я бы даже сказала, да, уже там всякие такие моменты произошли с ней. Короче, а одну знаю, короче, которая шастает по кладбищам, да, с поехавшей этой кукухой. Она уже на себя столько всего накликала, да, просто. И вот ей уже занимаются вот эти вот высшие силы. Они дадут ей пожить столько ровно, сколько им надо, для того, чтобы вот прям довести ее, да. Вот как правосудие, да, оно выслеживает человека, какое-то определенное время для того, чтобы побольше этих улик собрать. То же самое и дьявол, да. То есть дается определенное какое-то количество времени, например, на раскрутку какой-нибудь серьезной болезни, да, те же 4 стадии какой-нибудь болезни. Или девочки должны, она пошла по дорожке, по которой она придет к какому-то событию, да, которое будет с рогами и с копытами. Ну, а тут показывает, что она упадет. А что вам делать с этой соседкой? Как на нее реагировать вам? Тройка костей. Тройка хазардов. Смотрите, держите в тайне свои деньги. Она смотрит на ваши обновки какие-то, да, обращает на внимание. Для нее триггер– это ваши деньги, ваша машина, ваш ремонт и все остальное. У меня, кстати, тоже, я помню, как-то давно делала ремонт в квартире, да, ну, и часто на улице там встречала там грузовую машину какую-то или еще что-то. И тоже вот только старые, блин, эти вот соседки, понимаете, другие люди как-то не обращали внимания всю свою жизнь. А вот что тут, че, куда, их просто трясло, колотило от того, что кто-то делает ремонт. И, короче, смотрите, 2 тройки выпало, тройка костей, тройка хазардов вам, да. Прячьте свои новиночки, не попадайте желательно ей на глаза, потому что чем больше вот вы ей попадаетесь, этой соседке, на глаза, да, тем больше вы ее триггерите вообще, она начинает о вас думать. А думать она начинает, смотрите, Луна– круг, колесо фортуны– круг, колесница– круг, понимаете? Дайте ей, как говорится, в своей деменции пребывать самостоятельно, да, в этом круге, потому что за нее скоро возьмутся. И вот вам, смотрите, на карте нарисован, девочки, катафалк.
Как вы думаете, катафалк просто так здесь нарисован? Не просто так. Что делать? Надо ли делать какие-то магические... Да, можно, девочки, делать себе. И, знаете, не на нее. Именно для себя делать ритуалы. Туз кубков, шестерка мечей и двойка хазардов. Смотрите, ей подклады себе свечами. То есть тут не надо ей делать какие-то такие ритуалы свечные для того, чтобы ее выжечь. Подклады, девочки, очень хорошо будут тут работать. Двойка хазардов, соль. Простая соль, девочки, кладбищенская земля. Сильно достала, сходили на перекресток кладбищенский, не с могилы какой-то, а именно с кладбищенского перекрестка какого-то. Набрали немножко жменьку, землицы, да, и сыпанули туда, куда надо, ей туда под ноги. Соль. Может, тоже идет. Можно даже вот пожарить ее в четверг. Можно в пятницу 13-ю нажарить соли, девочки, и вот так вот ей помогать, как говорится, дальше страдать этой деменцией, да. Вот такие дела. А себе делать красными свечами, желательно желтыми красными свечами, себе на прибыль, да, а подклады ей на убыль. Вот такие дела, котики мои. Так что не расстраивайтесь насчет этих соседок, они есть у всех. Мы живем с вами в обществе таком, где есть вонючие соседки, девочки. Даже у меня, я вот переехала в другое место жить, ну уже давновато. И, короче, и в этом в другом месте у меня и тоже есть такая вот соседка. В принципе, она там не намного, например, меня старше, да. Ну, у меня есть для нее один сюрприз. Потом как-нибудь вам расскажу, что вот, потому что надо будет реакцию её увидеть. Пока я его просто готовлю. Все, мои дорогие, вот такие вот дела. Не переживайте за счет этих соседей. Просто не кормите лярв. Не кормите никогда лярв собою. Пока-пока.